Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня в данном видео я украшаю вот такой весенний цветочный торт. Торт в овальной форме. Давно уже таких тортов не было на канале. Украшать я его буду белково-заварным кремом, итальянской меренгой. На самом деле композиция здесь очень простая, несложная, буквально из двух видов цветов. Украшать я его буду самыми простыми, можно сказать, самыми доступными, элементарными кондитерскими насадками. Все покажу и расскажу в данном видео. Итак, сначала я сделаю цветы. Я сначала делаю хризантемы, делаю для них основание. Почему я делаю хризантемы? Потому что это цветок не такой устойчивый, как роза, и крем, как только сварили, желательно из него сразу сделать хризантемы. Насадка номер 80, здесь кондитерская насадка, самая простая насадка хризантемы. Она, как правило, имеется в каждом наборе, даже для начинающих кондитеров. Крем я здесь окрасила, едва дотронувшись, половиной капли буквально лимонно-желтого красителя. Именно лимонно-желтый, холодный желтый цвет я здесь брала. Здесь показываю, как я делаю крупную хризантему. Она нам понадобится буквально одна на весь торт. Больше здесь не нужно, потому что торт овальной формы. Крупные цветы здесь не рекомендуется использовать, а все должно уходить наоборот как бы к такому минимуму в форме. Поэтому делаю один только крупный цветок, а остальные все буду делать меньше и меньше. То есть, чтобы делать все меньше и меньше хризантему, просто вот эти круги лепестков будем уменьшать. Делаю вот такую самую большую, как я уже сказала, хризантему, и показываю еще маленький совсем бутончик. Сделала также основание из крема. Делаю буквально здесь 3 ряда лепестков. Внутренний ряд из 3 лепестков. И вот так вот слегка просто прикрываю этот внутренний ряд. Вот эти маленькие бутоны и будут составлять всю эту композицию. Намеренно пару лепестков вот так отклоняю в сторону, чтобы бутончик смотрелся более таким живым, раскрытым слегка. Один бутончик у меня останется лишним, но лучше всегда иметь про запас. Для роз я беру насадку 128. Роза тоже самая простая насадка. Я ее уже давно сделала более узкой при помощи плоскогубцев. Здесь, где тонкий выход у насадки, цветом ярко-розовым отсаживаю вот такую полоску. Цвет у меня просто розовый у красителя. Называется роза. Более нежным розовым цветом я уже наполняю все оставшееся пространство в кондитерском мешке. Крема много не следует брать, чтобы удобнее было делать уже розы. Выпускаю лишний крем, чтобы вот эти полоски немножко уже смешались. Делаю сейчас основание на гвоздике из белого крема. Это я просто показываю здесь. Первый цветок у меня не сфокусировалась камера, к сожалению. Накручиваю основание и делаю самую простую обычную садовую розу. Камера у меня не сфокусировалась, поэтому мне придется через несколько только цветов вам следующий показать. Но я думаю, что здесь и так все понятно. Сейчас главное, что острым выходом у насадки я как бы поддеваю каждый лепесток, чтобы сделать его более таким острым. И тогда лепестки смотрятся более естественно. Для более крупного бутона также делаю основание пошире и тем же самым принципом отсаживаю эту розу. Если вы хотите, чтобы вот эта полоска из ярко-розового крема не была такой широкой, то нужно еще больше выпускать крема тогда из кондитерского мешка. И тогда только приступать к отсаживанию цветов. Также поддеваю каждый лепесток вот насадкой, чтобы у меня уже смотрелось это более естественно. Из-под розового крема проглядывает вот этот темный крем, благодаря тому, что краситель очень интенсивный снизу. Но если вы выпустите больше крема из насадки, то тогда этого эффекта не будет. Кремы я варила на весь торт из расчета порции на 250 грамм белка. Сначала я отсадила цветы, а потом я уже покрывала торт кремом. Розы у меня уйдут практически все тоже. Всегда нужно 1 или 2 розочки, и также хризантемы иметь как бы про запас. Вот это моя такая рекомендация всегда.
И делаю самый маленький такой бутончик. Здесь тоже маленьких. Мне понадобится несколько штук розочек. И немножко крема оставляем. Нам понадобится потом на самом торте уже отсадить такие плоские как бы бутоны. Убираю пока в сторону. Торт я уже покрыла белково-заварным кремом, то есть сначала я отсадила цветы, и из оставшегося крема, так как у меня держа миксера на 7 литров, мне позволяет это сразу сварить крем на 250 грамм белка. И сейчас я его буду уже окрашивать аэрографом. Цвет здесь у меня тюркиз, то есть бирюзовый у красителя. Каплю красителя я развела в кипяченой холодной воде. Должна быть консистенция, чтобы она была такая полупрозрачная. Покрываю сначала весь низ основания торта и потом верхнюю окантовку торта. То есть я намеренно не буду сами стеночки и серединку торта я не буду покрывать из аэрографа. Часто спрашивают, какой марки у меня аэрограф. Я даже не знаю, какой это марки. Самый элементарный, самый простой аэрограф. Не на большое количество жидкости, то есть маленькое количество жидкости он берет. Стеночки, где вот белый у меня просвет, я слегка также покрыла из аэрографа, чтобы просто не было такого контраста яркого. И все, в принципе, работа с аэрографом здесь закончена. Из насадки 3 мм открытая звездочка, она тоже есть в любом наборе, даже для начинающих кондитеров. Я отсаживаю вот такие незамысловатые бортики. Вы можете здесь абсолютно любой бортик делать, какой вам нравится. Просто вот таким образом отсаженный бортик, он экономит крем. Торт сам по себе большой, 23 на 38 сантиметров. Сейчас, когда уже бортики я отсадила, насадка 3 мм круг. Я из него делаю стебли. Цвет у крема здесь фисташково-зеленый. Стебли я все увожу как бы на конус. Вторую часть как бы стеблей, их здесь нужно много, потому что цветов на торте много. И будет смотреться очень странно, если мы будем делать 3 стебелька при таком обилии цветов. Я намеренно их вот так вот увожу внахлёст сейчас, чтобы они смотрелись как бы немножко хаотично, эти стебли, потом уже в букете. Это все на ваше усмотрение, вы можете так не делать, но я обычно так делаю. Когда я отсадила стебли, уже можно выставлять и всю цветочную композицию. Из остатков вот крема, который у меня был для бордюра, я делаю очень небольшое, заметьте, основание для цветочной композиции. Ни в коем случае здесь высокое основание делать нельзя, иначе просто не будет смотреться на эта композиция. Сначала пару цветочков самых крупных, и хризантем, и розы, я отсаживаю по направлению к себе, когда мы смотрим на тортик, а остальные я уже отсаживаю по ходу самого торта, вот по ходу этого овала. На самом деле это все делается очень просто. Здесь самое главное понять принцип, как это расположить, и цвета подобрать, которые вам нужны. Здесь просто элементарно чередую розу и хризантему, и в таком порядке я отсаживаю все цветы на торт. Очень важно помнить о том, что поверхность белково-заварного крема, который покрыт аэрографом, если до нее дотронуться, она сразу же будет белой под вот этим покрытием, поэтому очень аккуратно здесь с тортом нужно работать. Просто предельно аккуратно, насколько это только возможно. Делаю из остатков крема розового вот эти бутоны, про которые я говорила ранее. Они хорошо всегда дополняют, они делаются элементарно просто. Из насадки той же самой 3 мм круг я отсаживаю вот такие бутоны. Просто надуваю как бы, выпускаю крем, и они сами вот так надуваются. Цвет фисташково-зеленый, вы здесь можете листовой зеленый брать, но мне для листьев всегда больше нравится фисташковый цвет. Вообще от цвета зелени зависит половина успеха любого цветочного торта. Если вы возьмете очень яркую зелень, она у вас смотреться будет неестественной. Насадка номер 70, листик, 10 мм на выходе, самый обыкновенный листик, я отсаживаю листья. Очень аккуратно просматриваю, чтобы нигде не забыть отсадить листья. Также и вокруг этих бутонов отсаживаю те же самые листики. Ничего здесь такого сверхсложного я не делаю. Сейчас, когда я уже отсадила все листья, из остатков вот этого ярко-розового крема, из этого же кондитерского мешка, я в каждый бутон как бы надуваю немножко крема. Тем самым бутон расширяется,
И получается такой очень естественно выглядящий бутон, чем-то напоминающий бутон пиона, и он смотрится очень хорошо. Сейчас я покрою розы из сухого кондурина распылителя. Очень удобно с ним работать. Розы тогда будут смотреться более торжественно, так как бы они поблескивают очень красиво. Цвет у меня здесь перламутрово-серебряный, то есть он больше как бы перламутровый. Ни в коем случае здесь нельзя использовать такой темный, насыщенный серебристый цвет, иначе можно испортить всю композицию. И весь тортик по бокам и сверху я также слегка покрываю вот этим распылителем перламутровым. Теперь я буду делать веточки. Для этого я развела буквально каплю вот этого фисташкового красителя в обычной кипяченой воде. И вот такой кисточкой, я сначала, конечно же, сзади всегда пробуем, как это будет смотреться. Кисточку обязательно при каждом прикосновении к крему я смачиваю в красителе, иначе будут разрывы на креме. И этого допускать никак нельзя. Работать нужно здесь, конечно, аккуратно, потому что любая капля, любое прикосновение к поверхности потом сделает просто белое пятно на этой поверхности. Кисточки такие продаются, как правило, в наборах для мастеров маникюра. Самое главное эти ветки здесь делать в том направлении, где располагается сама цветочная композиция. Посыпаю здесь также сахарными посыпками. Вот то место, где у нас вот эти веточки тонкие. Ставлю бабочки из вафельной бумаги. Это именно вафельная, не сахарная, а вафельная бумага. Бабочки я тоже выбрала в тон торта, чтобы они смотрелись гармонично с тортом. И вот такой тортик в итоге получился. Начинка у меня в торте молочная девочка с малиной. Ссылку, как собрать вот такой овальный торт, как испечь этот овальный торт «Молочная девочка», я вам, конечно же, оставлю на то видео в описании к данному видео. И на начинку, как приготовить малиновую прослоечку, крем к этому торту нежнейший, все оставлю в описании к данному видео. И, конечно же, ссылку, как приготовить сам белковый заварной крем. И я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.